Ваше рабочее пространство может выглядеть так, а может выглядеть вот так. И оба этих варианта верны, и все зависит от того, как удобно именно вам. Сразу скажу, если вы увидели своего любимого художника, определенное расположение кистей и прочего, и он говорит, как это удобно, не значит, что это подойдет именно вам. Все проверяется опытным путем. Поэтому в этом видео я покажу свои настройки рабочего пространства в фотошопе, которые помогают мне работать максимально быстро. А вы решите, взять из этого что-то для себя или нет. Почему лучше всего начать именно с настройки и расставить все по своим местам? Тут все как в традиционном рисовании. Я покажу вам пример: 2 рабочих стола. На каком рабочем столе вам легче и быстрее начать работу? Точно не на том, где нужно очистить место и 20 минут искать нужную тебе краску и кисть. Поэтому мы начнем с организации рабочего пространства. Есть предустановленные, ими можно пользоваться, но лучше создать свое рабочее пространство. Мы заходим во вкладку Windows, Workspace и выбираем здесь New Workspace. Здесь можно отметить все предложенные нам варианты. Это клавиатурные сокращения, меню, тулбары и прочее. Называем рабочее пространство своим именем или тем действием, которое в нем будете делать, например, рисование или рендеринг, или скетчинг. Дальше есть два пути. Либо вы, если вы совсем не знакомы с программой, вы открываете все вкладки подряд и смотрите, насколько она вам нужна, предполагаете. Либо я покажу просто, как это сделано у меня. У меня есть всего несколько вкладок. Я вообще люблю не загромождать свое пространство. Вообще я стремлюсь к тому, чтобы работать вот так, совсем без панелей. Это горячие клавиши Shift-F. Если вы их нажмете пару раз, то изменится рабочее пространство и останется один только холст, что максимально приближено к реалистичному рисованию. Но кто-то совсем без панелей не может, и поэтому для начинающих лучше, конечно, панели оставить. Итак, что есть у меня? Помимо стандартных панелей, которые находятся слева со всеми инструментами, и сверху у меня есть вкладка «Навигатор», и Color. Но Color здесь не всегда присутствует. В данный момент он есть. Наверное, мне сейчас так удобно. В основном у меня тут только навигатор. Навигатор хорош не только тем, что можно увеличивать, но также вы видите свою картину в миниатюре, что помогает вам избежать раздробленности в работе. Внизу у меня Layers и History, и на этом, собственно, все. Здесь сбоку у меня есть здесь у меня обязательно Brush Settings. Он очень часто мне пригождается, если мне нужно развернуть кисть или изменить какие-либо в ней настройки. Также внизу у меня сейчас настройки текста, потому что последние мои проекты были связаны с использованием текста, и мне нужны были эти настройки. Обычно их здесь нет. И, собственно, на этом все. Существует большое количество плагинов для фотошопа, типа Брашератора, Колоруса и кучи других. Но я не советую ими особо увлекаться, особенно если вы начинающий, потому что ваш процесс сам подскажет вам, нужны ли вам сторонние плагины. Я советую сначала разобраться с уже имеющимися функциями в фотошопе, и потом только, если это понадобится, устанавливать какие-то сторонние плагины. Потому что очень часто бывает, что мы наставим этих плагинов, засорим все пространство и со всеми ими не пользуемся. Потому что на самом деле очень многие знаменитые художники говорят о том, что они рисуют одной круглой кистью, совершенно какими-то стандартными настройками, совершенно там на старом оборудовании, и при этом у них получаются классные работы, потому что зачастую как бы ваш скилл не растет от того, что вы обложились плагинами. Ваш скилл растет только если вы а, вкладываетесь в работу. Пространство еще удобно тем, что у вас может быть одно пространство для скетчинга, одно пространство для рендера, одно пространство для лайна, и таким образом вы ускорите свой процесс работы, просто переключаясь между этими пространствами в момент, когда вам это нужно. И все ваши панели будут менять расположение в зависимости от того, что вы делаете. Следующее, о чем мы поговорим, это горячие клавиши. Все уже миллион раз говорили про горячие клавиши, и я скажу миллион первый горячие клавиши. Их не обязательно знать все, но их обязательно уже наконец использовать. Сейчас продемонстрирую, какие клавиши использую я. Поверьте мне, это очень маленькое количество, но все они невероятно полезны. Я буду дублировать все клавиши на экране, чтобы вы знали, о чем идет речь. Когда мы говорим о горячих клавишах, все это на английской раскладке. W– это увеличение кисти, Q– это уменьшение кисти. На B у меня, конечно же, brush, так и в стандартной раскладке. На I, английское I, у меня стерка. Еще одна вещь, о которой не все знают. Вы рисуете какой-нибудь текстурной кистью, и вы хотите стереть
тоже текстурной кистью. Вам не нужно заходить, нажимать на ластик, потом искать эту текстурную, потом искать эту текстурную кисть. Вы просто зажимаете тильда там, где русская буква Ё, и ваша кисть превращается в стёрку той же самой кистью, которой вы рисовали. Далее я пользуюсь обязательно лассо на букву L. Это самая незаменимая вещь для концептера и любого иллюстратора. Кнопки Ctrl-V, Ctrl-C, понятно, само собой. Это скопировать и вставить. И еще я пользуюсь от 1 до 0. Если нажать единичку, то кисть становится на 10% прозрачности. Если на 5, то на 50. Если нажать на нолик, то на 100. То есть таким образом я варьирую прозрачность кисти. Тоже очень удобно. Ну и, собственно, это практически все. Еще не сказала про одна из самых использованных клавиш. Это S и D. D — это следующая кисть, а S — это предыдущая, которая была перед этой кистью. Дело в том, что все мои кисти расставлены в определенном порядке. Вот это переключение между кистями очень помогает. Вы можете поставить рядом две своих самых используемых кисти и переключаться между ними очень быстро. Я собираюсь сделать отдельный ролик про кисти, назову его «Волшебные кисти». Там я больше расскажу о своих кистях, дам для скачивания набор кистей, который упростит вам жизнь. Это будет не только для Photoshop, еще для Procreate и Infinity Painter. В описании я оставлю ссылку на скачивание моих горячих клавиш. Если они вам понравились, вы можете их использовать. Вы можете пройти по ссылке и скачать их. Возможно, вы возьмете какие-то клавиши у меня, какие-то переназначите. Но самое главное, что хочу сказать, это обязательно используйте горячие клавиши. Придумайте свои, если вам неудобны стандартные фотошоповские, возьмите мои, возьмите еще какого-нибудь художника, но обязательно используйте клавиши. Они помогают работать на 80% быстрее. Следующее — это кисти. Про кисти мы уже немножко поговорили. Любимая тема всех художников — дайте мне волшебные кисти, как у того художника, и я буду также классно рисовать. Но сейчас самое главное, что вы должны сделать, это навести порядок в своих кистях. Первое. Если они идут сплошным монолитом, разбейте их по папкам. Например, текстурные кисти отдельно кисти для какого-то проекта. Можно разбить кисти на кисти для лайна и кисти для рендера. Поверьте, затраченное время того стоит. У меня кисти разбиты по папкам. Есть текстурные отдельно, кисти для каллиграфии, потому что у меня есть определенный проект, связанный с каллиграфией. Вот даже кисти для инктобера завалялись здесь. Кисти мои 21 года, где собраны самые мои основные кисти, которые я использую практически во всех своих проектах. Там тоже есть подпапки. Есть традиционный карандаш, акварель, штампы, что-то там по типу имитация масла и так далее. Но обязательно все должно лежать по папкам, так вам будет проще это найти. Ну, насчет первой папки кисти 2024 года я сниму отдельный ролик, и дам для скачивания ссылку на эти кисти. Когда вы привели свои кисти в порядок, рассортировали их, обязательно сохраняйте свои труды. Чтобы кисти никуда не пропали, нажимаем здесь шестеренку, Export Select Brushes, то есть выбираем определенную папку или выбираем все папки и сохраняем. Тоже подписываем кисти, датируем, подписываем кисти своим именем, датируем год и так далее. Я храню свои кисти в облаке. Таким образом, когда Photoshop слетает, я могу их восстановить отовсюду и даже использовать на чужих компьютерах. Это очень удобно. Советую вам делать так же. Следующее, о чем мы поговорим, это слои. Я советую вам очень аккуратно использовать слои. Начинающие художники зачастую рисуют каждый новый штрих на новом слое. И, возможно, из-за того, что я пришла в CG из традиционного рисования, я более спокойно отношусь к слоям. Хотя, когда я поняла, что можно каждый штрих рисовать на новом слое, я увлеклась этим однажды. У меня есть даже шуточный видос в ТикТоке, я ставлю его где-нибудь здесь, посвященный слоям. Он набрал огромное количество просмотров, 1,5 миллиона, возможно, даже уже больше, и очень много комментариев, что говорит о том, что это очень больная тема со слоями. Вы можете посмотреть этот ролик, я оставлю ссылку где-нибудь внизу. Но видео было не про это, видео было про то, что люди привыкли делать вот этот миллион слоев, потом в котором невозможно ничего найти, и там еще песня подходящая. Я знаю, что многие художники маркируют слои, их можно подсвечивать разными цветами, таким образом наводят порядок, но все мы знаем, что это так не работает. Мы просто создаем тонну слоев и потом в них теряемся. Поэтому я советую на начальных стадиях немножко себя
останавливать и не плодить такое количество слоев, в которых потом вы сами запутаете. Следующее, о чем мы поговорим, это создание шаблонов. У меня на компьютере есть отдельная папка с готовыми шаблонами. Вся суть этой папки о том, чтобы тратить как можно меньше времени от момента, как у меня появилась какая-то идея, до момента, как я села и прям начала ее рисовать. У меня есть заготовки наиболее используемых форматов. В этой папке у меня лежат два шаблона для разогрева, шаблон для пейзажа, шаблон для концепт-скетчей и для дизайна персонажей. Как выглядят эти шаблоны? Первый шаблон для разогрева — это, по сути, разноформатные фреймы, рамки. Ну, вы поняли. Я просто его открываю и начинаю свои разогревочные скетчи в разных форматах. Второй разогревочный скетч примерно то же самое, только здесь еще есть круглый формат. Мне иногда нравится экспериментировать с этим. Смысл в чем? Мне не нужно открывать формат, потом создавать вот эти вот окошки, потом делать, назначать на них маску. Это уже все сделано. Вроде бы кажется, что ну, занимает это минуты две, но на самом деле лучше, если это уже будет готово, и вам не нужно вообще тратить на это время. Потому что в процессе, пока вы открываете холст, начинаете делать эти квадратики, вам либо уже перехотелось, либо ваша мысль улетела, либо вы отвлеклись на что-то и, собственно, ничего не рисуете. Но для пейзажа просто отдельно вытянутый холст, и все холсты у меня уже назначены серым цветом базовым, потому что я не очень люблю, когда лист белый. У меня боязнь белого листа. Ну и для концепт-скетчей самый мой любимый, у меня их было на самом деле несколько, остановилась я на этом, но где-то лежат еще какие-то варианты этого листа. Это просто тоже фреймы, которые разбиты уже по папкам, и на каждый фрейм назначена маска. Таким образом, я могу открыть папку, рисовать в ней скетчи. Для меня это очень удобно, когда нужно показать на начале работы 3 варианта скетчей заказчику. Я открываю этот файл, рисую, и потом мне очень легко быстро переключиться между этими файлами, быстро что-то поправить, быстро найти, где на каком слое я рисовала. В общем, для меня это очень удобно. Советую вам поступить так же. На самом деле, практически любой процесс можно так оптимизировать. Мы быстро пробежались по настройкам. Вот эти настройки позволяют мне работать намного-намного быстрее. Главная идея — это сократить, насколько это возможно, приготовление к рисованию. Чем меньше будет ваше расстояние от момента, как вы задумали что-то нарисовать, до момента, как вы сели физически рисовать, тем лучше. Потому что все мы знаем, допустим, что если к нам пришла какая-то мысль, и мы взяли скетчбук и быстро это зарисовали, это достаточно простое действие, да, но если вам нужно сесть, включить компьютер, включить программу, открыть холст, замазать холст, потом сделать его определенного размера, выбрать определенную кисть, найти ее из тысячи кистей, на рабочем пространстве нету определенного нужного нам окна, мы идем его открывать, то есть уже получается такой очень длительный процесс, и вы уже забыли, что вы хотите нарисовать. Поэтому я очень советую сначала настроить программу под себя. И это касается не только фотошопа, а всех программ, в которых вы работаете.